Ну, в общем-то, да, конечно, вовремя я решил записать Greedfall. Ну, прошел-то я ее, конечно, сразу после выхода. Правда, с того времени патчей много вышло, и DLC-шку новую завезли. Где-то год назад вроде бы. Ну да, летом 2021 вроде бы. Так что, в принципе, я считаю, это достойный повод, чтобы ее перепройти. Вряд ли, конечно, сильно получится воспользоваться своими прошлыми воспоминаниями. Да. Ну, наверное, экстремальную поставим, в принципе-то. Да. Но будем надеяться, тупников будет не слишком много. Could you stand a little taller, just a tad? Like this? Yes, yes. The chin a tiny bit lower. Gaze a little more to the right. There! Now, hold the pose. Но вообще, я, конечно, считаю, что идея таким образом замаскировать под игровую ситуацию кастомизацию, это, конечно, интересно. Я бы не сказал, что у меня сильно большой послужной список в игровой индустрии, но такого я прежде не видел. Хотя нет, в Fallout вроде бы было то, что он человек в зеркало смотрелся и типа, готовился ко дню, и можно было выбрать внешность, но тут все же это вот как будто портрет. Запечатляют аристократа. Ну, впрочем, так. Какой-то слащавый мальчик. Не. А лицо? Не, ни в коем случае. Так. Прическа. Что у тебя с прической? Ну, покажи. О, давай вот это. Да, пожалуй. Ну, вот теперь на меня похож. Так, брови. Ну, можно, конечно, такие оставить, но... Ну, да, вот такие агрессивные. Цвет кожи. Ой, да, оставлю кастомным, в принципе. Ну, можно было бы сделать темным, но будет все-таки более аристократичным. Хотя, конечно, более аристократичным. Любой военный аристократ, наверное, настолько же пережжен под солнцем, как и какой-нибудь крестьянин. Ну, хотя, может, не настолько сильно. Но если брать время походов. Впрочем, неважно. Волосы. Можно, думаю, кастомными оставить. Не, пусть будет с черными волосами, как настоящий испанец. Но не как настоящий испанец, еще и с голубыми глазами. Вот с такими, с темно-голубыми. Да, пусть будет с темно-голубыми глазами. Синими практически. Темно-синими. Да. Ну, возьмем воина по стандарту. За двух других не хочется разбираться, как играть. Мне нравится, вот, конечно, описание. Увеличивает урон. А вот характеристики другого мнения. Ну, впрочем, да, возьмем ловкость. Спросите. Возьмем ловкость и не будем париться, я думаю. Так. Тут... Учитывая, что я любитель почесать языком, можно было бы взять харизму, но что-то я сомневаюсь, что... И по своим воспоминаниям, не то чтобы она много где пригодилась, а вот это, думаю, будет полезно. Собственно, можно начинать, я думаю. Да, я согласен. Just a few more minutes. You have such an incredibly singular face. That's a compliment, my lord, out of my mouth. Your particularity gives you character. You're still here? We've nearly finished. Have you any more need of me, Master? You haven't forgotten that we're setting sail today, have you? Of course not. Да, такой смуглый мужичок. Your cousin is nowhere to be found. I've searched the palace from cellars to attics. Your uncle is beside himself.
He was of a mind to paint the town last night. Don't worry, I shall track him down. Make care to your own preparations without wrinkling another frown. We'll meet you on the boat. It's about time your cousin took account of the responsibilities awaiting him. He should go and inform the ambassadors of Teleme and the Bridge Alliance of his departure. Have no fear, Master. I will go and see them in his name. I beg your pardon, but urgent matters call me away. Might we finish all this later? Impossible, my lord. You are leaving with the tide, if what I've been told is correct. I am sorry, sir. Truly, I must be going. My lord, please, I beg you. Her Highness has personally requested I finish. Thank you, cousin, for getting me out of that. О, черт. Как-то он слишком сильно отсвечивает, по-моему, черный цвет. Надо было, может быть, посветлее выбрать. А, впрочем, неважно. О, нормально. Так. Дайте нормальную заточку. В принципе, вроде больше все. Больше ничего нет. Шляпу еще потом дадут, но это только при выходе на улицу. Ну, красивая одежда. Новое время. Сейчас нас будут проверять на умение фехтования, так сказать. Hey! Green blood! Cut. And so the day has finally come. My royal fledglings are leaving the nest. Accompanied by their most loyal and tenacious master of arms. As loyal as you'll go. Enough with the cold mercenary. I know you like us. Still hiding your men in the unsuspecting shadows of the greats of this world, I see. Hey, our blades are the only thing keeping you dainties alive. Kurt, I'm not in need of your protection. I'm no longer a child, you know. Is that so? Well, let's see. Fight with honor! Ну да, конечно, очень забавно, как мы сейчас будем с маленькой рапиркой. Ну, понятно, что это тренировочный поединок все же, но как бы... Так, надо вспомнить вообще, как тут что делается. Ай. Ну, вот так, да. На shift наклоняться. Угу. Так. Да, докажите культ, что вы умеете драться. Угу. Ну ладно. You defend yourself well, Greenblood. One might think you had a proper master of arms. The best. You already training for your new post of legate? Don't tire yourself. Flattery'll get you nowhere. But for the fight, you have remembered your basics. Your performance just got you out of a final lesson. Unless you want to go through the paces again before we depart. Я думаю, можем пропустить. Ну, сдохнем пару раз уже в городе. Но я не думаю, что это будет большой уж такой проблемой. If you ever want to go over your basics later, visit one of our barracks on the Isle. You'll always find a training partner to give you a friendly fight. I'll remember that. Thanks. Are your bags packed for the great departure? Yes, you know I get by with very little. You're not angry that I'm coming with you, I hope. Ну, конечно же, мы рады. Ну, реально, это хороший персонаж. On the contrary, I'm thrilled that both И как you and личность, Sarde и consider с you боевой are точки joining our зрения. party. A few friends at your side in unknown territory. Хотя, учитывая So the old goat is coming too. объем... And there I was thinking I would die of boredom on the trip. By the way, where is our future governor hiding? I was hoping to put his skills to the test as well. I have no idea. He had plans to celebrate his departure last night, and we haven't seen him since. You know Constantine. I should have gone with him, but my heart wasn't in the mood for celebration. The thought of bidding my mother farewell. It is never easy to say goodbye. But you should be going to see her now.
She must be waiting for you. I'll meet you in front of the palace. Then we'll go and find Constantine together. Very well. I'll meet you as soon as I've said my goodbyes. Ну вот черт, в игре много красивого оружия, и некоторые даже выглядят как боевое, но вот тот тренировочный Цвайхандер, который сейчас был в руках у Курта, это что-то вот... Какая-то у него слишком тонкая, извините, рукоятка, да и... Ну, возможно, там камера была так повернута, но она слишком короткая для такого лезвия. Но, впрочем, неважно. Да. What is this? Have you not been taught to knock? I've asked 1,000 times. Oh, it's you, my dear child. Mother, I'm sorry. I'm having trouble getting used to your condition. Come now, let's speak of more pleasant things. I'm so very happy to hear your voice. You remind me so much of your father. I do miss him so. Today is the big day, isn't it? Ready to set sail for that island everyone's talking about. Yes, but the idea of leaving you behind, alone and ill... Dying, my child. Alas, there is nothing you can do by staying that would ease my suffering. One thing brings me cheer. They say the island is full of miracles, and we might find a cure. Even if I were to find it, I would never be able to return in time to... I know. But it brings me comfort to know my son has left on a mission to heal his people. Come now. It is time for you to take leave. Here. Take this with you. What is it? A family heirloom. Something that... Take it and keep it with you. May it bring you good luck. All my blessings go with you, my child. Now, be off. Ну, игра начинается с объективно такого грустного момента. Ну, не то чтобы наш главный герой прям сильно по этому поводу убивался, но на то он как бы человек благородного происхождения, он привычен к большому уровню стресса, так сказать, но все же, да, неплохой драматический эффект. Но теперь настоящий человек, так сказать, эпохи Возрождения, красавец, готов ехать... Ну, почему ехать? Готов плыть, завоевывать Америку. Колонизировать. Да. Ну, почти. Ну, вот, на самом деле, реально, вот, доспехи и вообще... Ой, растянулась железная броня. Но неважно. Вот, реально, доспехи и снаряжение торгового содружества, оно прям очень красивое с эстетической точки зрения. Ну, просто посмотрите на эти кирасы. То есть, ну, прям красота же. Я не эксперт в истории, но... Ладно, сейчас мы познакомимся с двумя другими государствами в этом мире. Вот. И там уже можно будет поговорить, так сказать, о культурных особенностях, представленных в игре наций, более подробно, но пока что... Ну вот на кого все же это больше похоже? То есть это... Но это не итальянцы. И не испанцы по определенным причинам. Дальше увидим по каким. Ну, возможно, что-то от британцев есть. Возможно, я перед следующей частью что-нибудь поищу на эту тему. Да, и сразу... Если вдруг это наберет хоть какое-то количество просмотров, имеет мне смысл сделать потише именно
озвучку встроенную и как-то озвучивать ну, русским языком то, что происходит в диалогах, потому что ну, я просто предпочитаю слушать актеров английской озвучки, потому что они ну, довольно неплохо отыгрывают на самом-то деле. Вот. Ну и причем иногда можно словить интересные недочеты перевода и локализации. Ну вот как, например, в разговоре Сарде с матерью. То есть когда он говорит, что я оставляю тебе здесь одну больную, она говорит не больную, а умирающую. То есть, вот. А тут перевели, что просто она констатирует факт, я умираю. Ну, немножко другое. Вот. Но, собственно, продолжим. Sorry, Greenblood. Look, we can see the masts of the ship that'll be taking us. This is one sacred adventure we're embarking on. I hope this island will keep its promises. In order to know that, we'll need to find Constantine first. You're right. Maybe he's already at the port. He was so eager to leave. This will be quite the chore to finish before our departure. The commander wants to recover some merchandise from our supplier, but the transporter doesn't want to deliver. I did all I could to persuade. Nothing came of it. All the parliamenting fatigues me. But this is your domain. I wouldn't say no to a little help. Of course. Where is the supplier? In the lower boroughs, near the port. Right then. We'll put it on our list of visits. Да, конечно, мы берем нашего Йорга фон Фрунсберга, местного. Ну, не знаю, местная монетная стража, она у меня вызывает сильные ассоциации с немецкими ланскнехтами. Ну, или, например, с швейцарцами. Но, учитывая время, все же скорее это ланскнехты. Пошли. Так, сохранение у нас на F5, да? Да, отлично. Так, ладно. Фризики, фризики. Возможно, стоит поиграться с настройками графики в следующий раз. Ну ладно, посмотрим. Прям сильных просадок тут быть не должно, а это не смертельно. Ну, рукоятка маленькая, ну почему? Ну что такое? Ладно, неважно. Так. Есть что интересное? Ну, я очень сомневаюсь. Ну да. Вот потом на будущих порах, в таких закутках, может быть что-то интересное. Пока что вряд ли. Та-дам. Картина. Боль усиливается, кишки словно в узел стянутся. Стянуло. Работать в лавке становится все труднее. Иной раз по вечерам ног совсем не чувствую. Они будто леденеют. Малихор уже многих забрал, а теперь пришел за мной. Сегодня мне даже не хватило сил перейти улицу и дойти до лавки. Да и кому нужны мои книги, если мы все равно все умрем? Постараюсь доползти до лазарета на задворках казарм и буду надеяться, что там смогут хоть как-то мне помочь. Ну, думаю, очевидно, что стало с автором этой записки. Так, куда мы тут вышли? Площадь князей. Угу. О, неплохо. Учитывая, что ремесло мы не качали, и на самом деле не до конца известно, когда будем. Это пока не особо все полезно, но лучше пусть будет. Сколько? Просто монета? Понятно. Фу, как меня нервирует твой меч. Потом дадим тебе нормальный. Ага, а вот, собственно, и наши испанцы. Ну или как они? Good day, Excellency. Sir de Sade, to what do I owe the pleasure?
Ну, прям совсем I have такой. come to inform you that my cousin Constantine and I are departing for Tirfredi on the hour. Ah, yes. I did indeed hear talk that you had both received callings of greater stature. Allow me to congratulate you. Were you not named legate of the congregation? You are correct, Excellency. I thank you. It is a station of great honor that I am sure you will fill with brio and panache. The Mother Cardinal Cornelia will be enchanted to work with you, and your cousin in the future. I only regret that your departure is so sudden. Really? To be entirely honest with you, I was hoping to solicit your help in a rather delicate matter. Tell me more about it. And perhaps I can take care of your problem before my departure. Very well. A small group of dangerous heretics has found refuge in Serene. We know that your uncle tolerates the presence of all pagans within the city walls. But these particular non-believers threaten the fragile harmony of this place. We would consider it a tremendous favor if you would arrest them and deliver them to our guard. Heresy is not a crime in Serene. You do know that. But I'm sure my uncle would hear your arguments. Why call on my intervention? The prince would indeed give us his blessing, but it would take time. Far too much time. For according to our sources, these fugitives have already made contact with a smuggler to take them who knows where. I see. You're hoping that I'll be able to do something before they make it to an enemy city. If your heretics are planning on boarding a ship, then they must be in the dockyards. I'll look into this and see what I can do. Ну, собственно, я думаю, всем понятно, что это местный аналог Испанской империи 15-17 веков. Ну, учитывая, что они в силе, скорее 15-16. В 17-м те уже начали сдавать позиции, но все же. Да, дилемма. Could you tell me anything about Thélème? It would be a pleasure. As you already know, our glorious nation is guided by our faith. We follow the teachings of Matthias, our founder and greatest prophet, and give thanks each day to the Luminous for having gifted us magic. The high dignitaries of Thélème are at the same time our spiritual guides, advocates, and grand mages. I've heard say that dissensions have appeared recently in your nation. Ah, you must certainly be speaking about the debates that have divided the Ordo Luminous and the more political orders. The Lord Luminous has an extremely pure vision of our faith and applies the words of our saint very strictly. But other, more open-minded factions exist within our nation. They believe that a less rigid dialectic would attract souls more readily to our faith. But their differences are purely theoretical and do not threaten the cohesion of our nation, I assure you. Ну-ну, Священная Римская империя не даст соврать. Когда-то начался подъем протестантизма. Ну ладно, не будем об этом. Ага. Ну, давайте все протыкаем. What's your point of view on the relations between our two nations? As ambassador of Thélème, I can only rejoice at the mention of our commercial treaties. We appreciate as well the welcome that your uncle gave to our missionaries. Thanks to your support, more and more believers wander your lands. The congregation is our most precious ally. To be perfectly honest, we have only two complaints. That heresy is tolerated, and that your treaties with the Bridge Alliance are maintained. How is Thélème faring on Tirfredi? We built a marvelous city, San Mateus, on the western coast of the island.
Did you know that certain historians believe that it might well have been the final resting place? Мы это выясним, когда туда прибудем. Our missionaries there are a multitude. Not a day passes without new islanders joining our sacred faith. Of course, there are certain pockets of resistance. There is talk of a demonic cult. Disgusting creatures. But I am confident that the Ordo Luminous will be able to put an end to these horrors. And we have tremendous hopes that the entire native population will join our ranks. Ну и последнее. How goes the conflict with the Bridge Alliance? Your territory is, alas, the only one that has been spared from the ravages of war on the continent. We fight on every front. Without great success, one must say. But what other choice do we have? These so-called savants not only refuse the light, but are determined in their fight against it. And on Tifredi? To my knowledge, no one has yet seen any serious fighting. The bridge have succeeded in provoking the natives there, and have their hands full keeping them at bay. Which leaves us greater latitude to settle peacefully and pursue our mission of conversion. I must be going. Farewell, Excellency. May the light guide you, Sarde. Ну, вот, собственно, и все. С этими поговорили. Но мы не будем придираться к все-таки к особенностям РПГ игры, что в реальности, конечно же, такой высокопоставленный человек, как наш главный герой, ничем бы не стал подобным заниматься, ну, бегать по какому-то грязному городу и лично искать еретиков. Но иначе нам было бы неинтересно играть. Так, куда пойдем? Где тут карта? Тут с мостовым альянсом надо перетереть. Тут с продавцом договориться. Где-то здесь была интересный переулок где-то, насколько я помню. Там будет Махач. Я не помню где. Ага, вот тут. О, тихо. Как хорошо, что он... Отлично. Бьют они больно просто на экстремальной сложности, поэтому тут неприятно. Пока мы пока довольно слабы, на самом-то деле. Вот. Курт, наверное, уже восстановился. Так, тут. А ради чего я сюда пришел? Ну, собственно, естественно, я пришел, чтобы их убить. А вообще тут что-то еще есть? Не помню. А, впрочем, не важно. Ага, ну вот. Вообще обычно вот отсюда. Идя, сюда заходишь, да. В этот раз я просто через одно место пошел, как говорится. Да. Ну пошли, да, сразу зайдем к местным. Ну, к кому местным? То есть это даже не чистые османы и не чистые арабы, потому что здесь делается акцент на том, что, мол, они такие светила науки, атеисты, отвергают религию. Как бы, извините, весь исламский мир, естественно, таким не был. Но, в общем-то, надо было кого-то противопоставить местным набожным испанцам. Поэтому вот они придумали... Ну, как придумали? Взяли идею арабов, собирательного образа, так сказать, турок, и убрали у них, собственно, религиозность. Вот получился вам мостовой альянс, так сказать. Смотрите, какой прям бух. Your Excellency, Lord de Sade.
I have been told that you were named legate. Congratulations. Those are great responsibilities for someone as young as yourself. But you will bring honor upon your family and the congregation. Of that, I'm certain. I thank you, Excellency. I've come here to inform you of our departure for Tirfredi. My cousin Constantine is about to take up office as governor of New Serene, and I'm accompanying him. I had no idea you would be leaving so quickly. What a shame. I had thought... Well, then, that is a pity. Have a pleasant voyage. A brilliant future awaits you. They say that it is a marvelous island. Please convey to your cousin my congratulations and sincere wishes for success. You seem slightly hesitant. Please, tell me what troubles you. A rather unscrupulous individual has been sowing trouble in Serene. A charlatan passing himself off as an alchemist. Do people actually give credence to these lies? Alas, yes. They snatch up his celebrated panacea. Remedies worse than the ill, believe me. As you can well imagine, alchemists are our pride. This vulgar trickster casts dirt upon their reputation and our own at the same time. In any city of the Bridge Alliance, we would have arrested him. But here, we respect your laws. I shall see what I can do, but make no promises. My departure is imminent. I thank you, Excellency. And I am pleased to see you have taken so well to your new functions of diplomacy. The man operates in the city center. He is said to be clever and mean. Be careful. Ути-пути какой, прям обходительный и красноречивый Сахин, но потом мы выясним, что в этой истории не все так гладко. Да. Ну, как обычно, давайте все протыкаем. Для напитки местным лором. Would you be so kind as to tell me what you know about the Bridge Alliance? With pleasure. A legate needs to know the history and strengths of his allies. The alliance was sealed by several nations of the Bridge around 200 years ago. The greatest of our cities, Al-Sad, became the capital, and a council formed from the different nations now rules. This union was originally put into place to better resist the appetites for conquering our neighbors. But our ancestors quickly realized that the union had also strengthened us economically and culturally. And of course, exchanges in knowledge were strongly encouraged from the outset. Today, it is by no means an overstatement to claim that the Bridge Alliance leads our world in science and exploration. Each day, we push the limits of our understanding further in each and every domain. Так, ну тут он сейчас, как обычно, скажет, что, в принципе, мы, конечно, общаемся, но в основном на торговом поприще, а как бы так-то мы не полные союзники. Could you give me your understanding of the relations between the congregation and the bridge? Our relations hang Ну вот, да. essentially on the quality of our trade and commerce. The exchanges are very profitable, especially on the cultural front. I will not hide from you that we have hoped you would join our number for quite some time. But your princes insist on maintaining a neutral stance between the congregation and the other nations on the continent. Швейцарцы в 20 веке одобряют, так сказать. Even if it means you also trade with our enemies. The Bridge Alliance has been on Tirfredi for much longer than we have. What can you tell me? It is true that we founded Hikmet, our newest city, around 15 years ago now. Alas, I haven't been able to go there myself. I can only tell you what others have reported to me. It is a luxurious island. An enormous dead volcano thrones in its center. The vegetation is extremely varied, and the fauna wondrous. We discovered animals that we had never ever seen before. Some are bigger than houses. But they're not the only occupants of the island. A savage and crude people also live there, who speak an incomprehensible language. But you shall discover all of this for yourself soon enough.
Ой, сразу с таким пренепряжением. Дикари какие-то местные. Не, ну они действительно не особо цивилизованные, так там мы увидели. Ну а там есть свои исключения. And what of your war with Thélème? It has been dragging on. In fact, it has been dragging on for years. It is madness. If those bigots hadn't gotten it in their heads to convert the entire continent, we wouldn't be in this situation. But that's the way of the world. We shall not waver, whether here or on Tiafredi. Have you been fighting battles there as well? From what I've been told, Thélème has wisely and tastefully built their colony far from our city. Direct conflicts are in fact quite rare. But one day they will inevitably take place. I need to be going. Goodbye, Excellency. Goodbye, Lord de Sade. Ну, тут на самом деле прям показательно, как он такой рассыпался в вежливостях, пока ему... Ну, пока собирался просить нас об услуге. А как только начинал весь разговоры о чем-то деловом, так сразу преображался. Бывалый человек, сразу видно. Фонтен, это семья. А, там будет квест про нафта. Да. Шарлатан, казарма монетной стражи. Ну, пойдемте. Вопрос, конечно, сколько оно записывает уже. В принципе-то для первой серии-то, я думаю, будет достаточный минут 30-40. Ну, то есть вот обучалочка. Так. Ну вот, собственно, там у нас и есть шарлатан. Да. Ну, я думаю, на этом первую серию можно закончить. В принципе-то, да. А в следующей мы начнем с того, что посмотрим, что там есть в ассортименте у этого торговца из интересного. Ну и пойдем начнем разбираться с квестами. Да. Какие-то такие планы.